Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь к прямому эфиру, за то, что дождались наш традиционный вторничный прямой эфир вместе с Игорем Мосейчуком. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Я всех призываю подписываться на Мосейчука, подписываться здесь и написать, что вы думаете по темам, которые будем обсуждать. Ну и, конечно, вообще по поводу ситуации. Ситуация очень и очень тревожная. И черная зима, и обстрелы, и миром не пахнет. Более того, пока там Трамп ездит и очередную войну заканчивает в Азии, да, и обещает украинскую войну, тут уже Нетаньяху распорядился нанести немедленные мощные удары по Газе, то есть и тут, собственно, провал, да, и тут не получилось, и здесь какая-то засада. В общем, обо всем по порядку. Формат эфира очень простой, вопросы в сообществе YouTube оставляйте, если что-то не войдет у Игоря Мосейчука на канале YouTube, есть такая рубрика, ответы на вопросы он берет, и с чатом работает, и с сообществом, поэтому пишите. QR-код, который видите на экране, если работает у вас этот сервис, можно прямо на экран что-то написать, или вопрос, или мнение. Также в закрытом клубе зрителей Шелеста есть тоже возможность задать вопрос. Оттуда тоже вопросы будут, и чат трансляции подключим в самом финале, на закуску, как говорится. Ну и начнем с него же. Опрос нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Чего вы никогда не простите Зеленскому? Ну и варианты. Бусификации, воровства, шашлыков в мае или Стамбула 2022. Сложный выбор на самом деле. Какой бы вы сделали? Я сделал, Александр. Стамбул 2022. Это, будем говорить, ключевой момент. Если бы был Стамбул 2022, не было бы бусификации. То есть уже бусификация отпадает. Майские шашлыки можно было исправить Стамбулом. Грубо говоря. И не допустить того, что происходит дальше. Воровство, мародерство на крови, этот гешефт на крови, который они делают, он тоже является последствием неподписания Стамбульских соглашений. Поэтому Стамбул 2022 приговор Зеленскому. Это преступление лично его. Меня не интересует, давил на него Джонсон, Фаберже в двери пальцы вставлял, папочки носил. Мне наплевать на это. Я считаю, что Зеленский совершил преступление, отказавшись тогда от мирных соглашений. На его руках миллион жизней, кровь, пролитая этими людьми, калеки, плюс потерянные территории, в хлам уничтожена экономика, промышленность, города, инфраструктура и тому подобное. Это все последствия неподписания Стамбульских соглашений. Это все последствия преступления Зеленского против собственного народа и собственных вооруженных сил Украины. Да, друзья, сделайте свой выбор. Что думаете вы? Вообще, если так разобраться, Игорь Владимирович, так все, глядите, как хорошо. У Зеленского, Свириденко он начинает, и Зеленский начинают отопительный сезон. Говорят, все, 28 число. Нормально, да. Свириденко перед нашим эфиром распространили новость, подписывает целый комплекс мероприятий для проведения Дня молитвы 24 февраля. Значит, там надо школам подготовиться, библиотекам, в общем, молиться будут все. День войны же, да, 4 года. И более того, оружие сегодня сообщил, что за следующего месяца начнет продавать Зеленский. То есть абсолютно никто не говорит, что он утратил легитимность. Абсолютно всем плевать на то, что на фронте происходит тяжелейшая ситуация. Кажется, да и вообще последнее время вы видели вчерашнее обращение, он такой прям уверенный в себе, говорит, все отлично, оружие. То есть кажется, что он перезаключил
этот контракт на крови с дьяволом и может спокойно, не оглядываясь ни на кого, делать то, что он делает. Как там украинская поговорка? Нам свое робить, вот Зеленский свое и делает. Александр, по поводу молитвы. Верующему человеку на самом деле не надо определять дни, когда молиться. Верующий человек молится каждый день. И верующий человек знает, когда есть тот день, когда надо отдельную молитву вознести к тому или другому святому, Господу нашему и так далее. Все вот эти попытки установить день подяки, день молитвы, еще что-то. А если, я вот православный, а есть люди, которые мусульмане или католики, но граждане Украины или там еще, они как будут молиться, где, все вместе, что это вообще? Это один момент. А второй момент очень важный. Знаете, я предлагаю действительно, давайте молиться, не только в тот час и день, а постоянно давайте молиться, просить Господа о мире на нашей земле. А давайте оденем значки с голубем и оливковой ветвью сделаем, покажем, какое количество сторонников мира в стране. Понимаете? Кому покажем? Кому? Вы же понимаете, в чем вопрос? Этот вопрос, вот тот, с которого мы начинаем сегодняшнее обсуждение, он же максимально такой общий, но он и пространный одновременно. Вместе с тем, что он совершенно конкретный. Зеленский, получается, силен как никогда, потому что работает четко, точечно, по конкретным аудиториям. Вы же видели, как он съездил в Лондон, как его там детки встречали с украинскими флагами. Он улыбался, смеялся. Коалиция желающих. Я аплодирую Валерию Федоровичу Залужному. Красиво организовал встречу Зеленского в Лондоне. Вывел людей, вывел деток, все красиво, постановка удалась. Давайте о другом. Давайте вот эти вот пафосы, ерничество, вот эти все моменты, давайте мы их откинем. Александр, давайте говорить о конкретике. О том, что на самом деле, в чем мы сейчас находимся, в чем оказалась наша многострадальная страна и наш народ. А точнее то, что от народа эти выродки оставили, на этот момент. Смотрите, Зеленский, оказывается, вместе с своим партнером Миндичем в России ведет бизнес. Мне могут сказать, там нету Зеленского. Я вам отвечу всем, дорогие друзья. Нету никаких бизнесов, никаких коррупционных схем, никаких муток Миндича, Чернышова, Шефиров, Шурмы и все вот это их из зеленых гнид этих нету. Это все в доле и в теме Владимир Александрович Зеленский. Поместье, династия строят. Там самый большой и красивый дом для него. Ермак рядом, Миндич рядом, Чернышов. Династия. Не, подождите, смотрите, вам сторонники Зеленского скажут, видите, строят, это же в Украине, это же, значит, они собираются там жить, это значит, собираются заботиться о стране. Это же, понимаете, абсолютный сюр. Александр, я вам отвечу. 22-й, 23-й, 24-й и даже нынешний 25-й год идет стройка Межгорья Зеленского. В то время, когда по миру ходят, просят деньги,
в то время как донатят все, в то время как не хватает денег, не хватает ресурсов, они строят 4 по 1000 квадратов, плюс рядом под прислугу по 500 квадратов, плюс хонки, шмонки, ну, Межигорье имени Зеленского. Смотрите, подождите, остановитесь. Это во время войны. Остановитесь! А оказывается, человек близкий, партнер Зеленского, то есть фактически Зеленский, были соучредителем диамантовой, бриллиантовой фирмы в Санкт-Петербурге. И вышли с него в 23-м, даже не в 22-м году. Понимаете? А давайте так. Ввел Трамп санкции. Ну, вы имеете в виду Роснефть, Лукойл? Роснефть и Лукойл ввел санкции. И тут мы видим вой на болотах. 1 марта. А дочку Роснефти можно под санкции не засовывать. Ну, я так и не понял. Сегодня ее высунули, засунули, что-то говорят, договорились. Но мы увидим же позицию Мерца теперь. В том числе по Украине. Явно что Трамп просто так ничего не делает. Явно там уже Мерц стоит в позе зю, раздвинул булки и ждет прихода. Значит, Стармер. Я ж понимаю, почему ввели санкции. Потому что за 3 дня до этого Британия, как всегда, покрутила 5-й точкой и санкции сняла. А теперь же надо вводить. А как нефтеперерабатывающие заводы, где индийские, где большинство акционеров бриты. Ай-яй-яй, оказывается, 4 года Украина воюет, Микола Петро Семен в окопе, а бриты, которые сорвали Стамбул, которые приехали рассказывать, ну, я их не виню, я виню Зеленского, потому что он же согласился. Но смысл не в этом, они приехали, они срывали это, а в это время торговали. Потом смотрим аналитику по газу, а ЕС есть самым большим потребителем. Ну и ладно, и бог. Этих партнерам цену мы им знаем всем. Но Зеленский ведет бизнес с Россией. Вчера вел и сегодня ведет. Я это утверждаю. Нам рассказывают, Мадяр, ну, Роберт Броуди, наш потужный Мадяр должен нанести удар по нефтепроводу «Дружба». У меня вопрос. Маленький такой. А вентиль можно закрыть в Украине? А нет. Договорились? Бабки капают. Бизнес? Ничего личного. Нам же что рассказывает Зеленский? Никакого бизнеса с Россией. Никакого. Мы остановим газ, мы остановим нефть, на злокондуктору купим билет в 3 дороже и пойдем пешком. С нефтью прекрасная ситуация. С Россией никто не договаривался. Не, договаривались с венграми. То, что венгры покупают в России нефть, из России качают типа свою нефть, ну, себе в Венгрию, это типа, ну, то есть, вот этот я не лох, за лохов всю страну имеет, выходит. То есть, там нельзя, нам нельзя, а в Венгрии вот так вот можно, фигли-мигли. Ну, я дико извиняюсь. Если можно, если транзит происходит, а бабки где? Счета покажите, сколько платит Венгрия, по какому договору, ну, что происходит. Почему вентиль не закрывается, зачем эти понты с Бровди Мадяром, да, который должен разнести дружбу.
Ну, Игорь Владимирович, смотрите, понты понтами. Тут цинизм зашкаливает в другом. Сегодня я, вот, смотрите, человек гражданский, да, ну, там, наблюдаю за этим всем и немножко, как бы, обескуражен. Нам вчера, и сегодня тоже это продолжают цитировать эту новость, сообщение Генштаба. Значит, в Покровск прорвались и укрепились, и, в общем, там находятся сейчас 200 человек, россиян. 200. Ты смотришь карту, и примерно даже можешь... У карты... Ну, мы же в школе учились, у карты есть масштаб. Можно померить километры. Надо уметь пользоваться картой хотя бы на уровне уроков географии. 200 человек захватили там пол-Покровска условно. Ну, вот так это все подается. Бросают спецназ ГУР. Сегодня Зеленский говорит, нет, мол, там все силы бросить на то, чтобы выбить фортеця Покровск. Ближе к нашему эфиру, к вечеру сегодняшнего дня, да, и Зеленский опровергает, мол, нет, ничего там страшного, сейчас будут выбивать. К нашему эфиру поближе, вот сейчас, сообщили, что зашли уже в жилую застройку многоэтажную, это Мирнограда, да, ну там Мирноград, Димитров. Сейчас, смотрите, Покровском становится Красноармейском. А нам рассказывает Сырский о том, он как классно на Добропольском направлении в очередной раз Кучеров Яр продвинулся к Шаховому. Вот это вот контрнаступление, которое привез еще тогда, когда ездил Зеленский к Трампу, да, вот это вот сейчас они как бы отрабатывают, добивают эту историю. Причем там такие сообщения доносятся, например, там Егоровка. Вот, смотрите, как зачистили ВСУ Егоровку. По всем сообщениям с другой стороны, Егоровка утеряна. И сейчас идет серьезная рубилова, чтобы выйти к Гуляйполю туда в тыл вооруженным силам. Идет реальная раскачка, растаскивание внимания по, как вы знаете, внимание тоненьким слоем размазывают по линии фронта. А на самом деле Покровск теряем. И многие говорят, да давайте уже отходить. Почему? Что за болезнь такая? Ну, сложная ситуация. Взяли, собрали технику, собрали солдат, всех сохранили. С боями, без боев, под покровом ночи. Ушились, отошли, но сохранили жизни. Нет, у нас стоять до конца. Так, а до какого конца? Александр, все очень просто. Военная наука предвидит фронт как линию, которую можно держать. Без мешков, котлов, ну и так далее, и так далее. И действительно, вы правы, логика военной науки говорит, что при нынешней, ну вот этой ситуации, которую мы имеем, при нынешней этой ситуации, мы отход должны были бы осуществить, чтобы выровнять фронт, подготовить линию обороны и не дать продвинуться дальше противнику. Потому что на самом деле мы имеем мешок, ну, честно, мы имеем мешок в Покровске, но мы имеем продвижение на 26-28 квадратных километров в глубину Днепропетровской области. Межевая, фактически в межевой русские. Пойдут они на Синельникова, пойдут они в другую сторону, но факт остается, понимаете, фактом. Нам врут, нам врет Сырский. Я вот честно скажу, я там общался с одним товарищем своим, и пришли к выводу. Герасимов и Сырский, они же с одной школы. Как говорят, одним этим мазаны. Тот выходит, рассказывает, Покровск окружили. Докладывает, да, Путину. Путин там выходит, рассказывает. А этот врет наоборот. А правда вот она, посредине. Да, она плохая очень для нас. Да, мы теряем Покровск. Да, его не окружили, но угроза вот она висит. Правда посредине Покровска. Да.
И Ну, на посредине самом... Купянска, и скоро Мирнограда. Не, Купянск там отдельно. Вот смотрите, по Купянску, давайте мы закончим с Покровском сейчас, потом. Значит, ситуация следующая. Мешок, который горловину сужают и сужают. То, что Герасимов сказал неправду Путину, да мне плевать. Он может там, что угодно рассказывать. Меня интересует, что Сырский говорит. Народу, Генштабу, военным, солдатам. Там же люди, там солдаты, находятся. А горловина, затягивается. То же самое с Купянском. Нам рассказывают, да все нормально. Да кого вы слушаете? Я связываюсь с людьми, которые находятся непосредственно там. Связи с Купянском нету. Нету. Воздух контролируют русские дроны. Выходить по дорогам невозможно. По автотехнике сразу дроны наносят удар. То есть фактически полное тактическое окружение. Если в Покровске его пока, слава богу, нету, то в Купянске вот оно есть. Я не знаю количество, тех людей, которые остались, в Купянске, попали в тактическое окружение, но оно есть. Понимаете? Выбираться надо посадками. Желательно вечером. Да, люди выходят, кто-то пропадает, кто-то сдается, кто-то, то есть вот фактически имеем военную катастрофу в Купянске. Вопрос дней, когда над ним поднимут противника флаг. Это вопрос фактически дней. Сдадутся, зачистят, выйдут ночами, понимаем, да, то и все. А нам рассказывают о контрнаступлении в Доброполье на полном серьезе, притом без угла выходит, говорит, а я склонен ей верить, кстати, тут, говорят, врут. Врут. И на выходе, в оконцовке, я нашел формулу, которая может ответить на несколько вопросов, которые, будем говорить, между собой перекликаются, да? На вопрос, например, Александр, почему не подписали Стамбул-22? С чего мы начали? На вопрос, почему несколько кряду после этого было моментов, когда наближались, да, к каким-то переговорным моментам и срывали. И так далее, и так далее. Я пришел к четкому выводу, что группа лиц, организованная преступная группа лиц во главе с Зеленским, в которую входят эти все Миндичи, Чернышовы, Шефиры, другие там Архами, другие гендлери, чужестранцы, они делают бизнес. Они делают бизнес на войне, они делают бизнес на крови, на жизнях украинцев. Они четко понимают, что могут воевать до последнего метра и до последнего украинца, потому что они, во-первых, сжигая страну, сжигают доказательную базу по своим преступлениям. Во-вторых, они еще и выполняют план-заказ по утилизации украинцев. А в это время Иван Микола, Степан Украинский воюют, гибнут, умирают, утилизируются. Вопрос. Ребятки, а вот интересный момент возникает. Гешефт делают люди с русскими паспортами,
с непонятными паспортами, гражданствами. Это вообще, это я хотел отдельно с вами обсудить. Ну, хорошо, вернемся мы к фронту, там обсудим ситуацию. Нет, так это Не, взаимосвязанные подождите, вещи. это отдельно нужно сказать. О том, Это что, о взаимосвязанные том, что вещи. разработчик Фламинго, да, Имеет гражданство Российской российский, говорит, я отказался. А в каком? Тоже А вы слышали сегодня Зеленскую? Я услышал, у меня истерика чуть не случилась. Я не знаю, есть ли у Труханова российский паспорт, но СБУ сказала, получи указ на морду. Подождите. Ну, либо ты знаешь, потому что тебе документы положили, и ты убежден. Либо тогда я дико извиняюсь. А на основании чего? Мне СБУ сказала. А на базаре баба сказала, что кто-то куда-то долбится. И уверенно это говорит. И не одна баба, а толпы баб говорят. А на заборе слово из 3 букв, но за забором стройка, понимаете? Ну, то есть, ну, это ж, ну, руководитель страны, хоть и нелегитимный, но руководитель же, ну, в конце концов, так же нельзя. Я когда это услышал, думаю, знаете, я не отношусь к фанатам Труханова. Ну, не отношусь я к ним. Я его знаю, все, но я не отношусь к фанатам Труханова. И к нему вопросов, особенно по этой каденции, ну, собралось достаточно много. Но я дико извиняюсь. Есть закон, есть конституция. А если так сказали, а я тут, я не знаю, есть, нету. Так вы же... Нет, подождите, вы же понимаете, что мотивация... А Шефир, а Не, разработчик смотрите. Фламинго. Вы же понимаете, что мотивация забрать кресло мэра у Труханова и отдать военно-гражданской администрации публично была какая? Защитить Одессу. И вот мы видим, вообще как бы тишина со стороны такой интересной в областном центре военно-гражданской администрации. Сбили мэра, поставили лысака, забирается лысак. И знаете, что он говорит? Уборкой будем заниматься. Въезд в город подметать. Каждое подразделение, каждый департамент. Все давайте, все, чтобы чистота была. Да елки-палки, в смысле чистота? Подождите, какая чистота? О чем он? Это поставленный СБУшник по линии прямого управления Зеленского с мотивацией, чтобы защитил Одессу. Какая угроза для Одессы? Воздушная, правильно? Ну, там, это то, что на поверхности. Что каждый день ощущают одесситы. То есть, да, а он говорит, давайте убирать, давайте субботники устраивать. Подождите, мы в своем уме? Что это означает? Это означает, что фактически в городе Одесса новый руководитель города. Вместо законно избранного назначенный узурпатором и диктатором Зеленским назначенный руководитель города. Ту же ситуацию мы имеем в Чернигове. И когда в Чернигове вот блокаут, да, один за другим, день за днем, а Чаус там муму сказать не может, ну, грубо говоря, вместе с руководителем городской, да, военной администрации, то я не являюсь фанатом Матрошенко, ну, от слова вообще. У нас с ним тяжелые личные даже отношения. Но я четко понимаю, что Атрошенко знал в Чернигове, что делать надо. Чтобы минимализировать вот эти последствия и так далее. Ну, а дальше? А сейчас КАП прилетел под Полтаву, а там вообще сидит зеленая невменяшка, секретарь совета. Сейчас назначат, ну, главу администрации военной. И так далее, и так далее. Местного самоуправления фактически нету. Нету. Его добивают. Оно осталось в Харькове, Днепре, Киеве. Ну и Львове. Ну, Львовский умеет вылизывать всеми всегда. Он так глубоко проникает Трубы. в трубы. Он так глубоко проникает в трубы.
Я, Что просто, понимаешь? я обалдел. 1901 года водопровод. 1900... Европейская країна. Ну, прям не знаю. Вы знаете, я честно скажу, Александр, вот 1901 года водопровод будет лучше работать, чем эти все утырки построят сейчас новые. Вот честно, понимаете? Потому что они ж своруют 90%. Понимаете? Они своруют, они во всем воруют, как последний день живут. Последний день живут. Вы посмотрите. Дольче Габбану покупаем, это самое, яхты покупаем, дворцы покупаем, недвижимость Гмырин в Эмиратах скупает массово, понимаете? Мне сегодня, я вообще чуть охренел, мне сегодня там адвокат одного из этих товарищей пишет: вы не должны упоминать его имени. Это запрещено. Есть постанова Верховного суда, пока нету приговора. И вы его должны убрать. А в Австрии за это еще с вас и денег сдерут. Понимаете? То есть эти люди охренели насколько, что они украли, звезданули деньги под полярда. Сидят на них, расставляют, покупают зеленым гнидом, счета открывают, ну, возят все, ильменитом торгуют, в том числе с Россией. Ну, вдумайтесь. Объединенная горно-химическая компания, менеджмент, эти азербайджанцы, фронтеры, они не руководят. Менеджмент, тот, который был поставлен Рахами и Гмыриным этой компанией. Ильменит идет на Чехию, переделывают документы, поплыл в Россию. Ну, честно говоря, с Ильменита губка, дальше Титан, дальше эти беспилотники, самолеты, баллистика и нам на голову. Это как называется? Это называется 111 статья Уголовного кодекса. Вот Богуслаеву в его возрасте 111-ю применили. Доказать не могут. Сидит там этот самый. А тут, пожалуйста, продают прямо стратегическое сырье всем по барабану. Паспорт гражданина Российской Федерации в разработчика Фламинго. И по барабану. А теперь вопрос. Вот он разрабатывал Фламинго, а оно не полетело. Не, что, видео показали, летело куда-то. Не, говорят, с двигателем сейчас вот не летит, потому что с двигателем проблемы. Так, а может, он русский диверсант? Ну, у него же паспорт российский. Ну, чем он от Труханова отличается? А Шефир, лучший друг и кореш, чем отличается? А супруга Беляева, Миндича, ну, понимаете, они чем отличаются? Баканова того же. Что происходит, ребята? А в чем... Вы определитесь, русское гражданство, Нет, русский паспорт, смотрите. это клеймо, это не клеймо, потому что у вас как-то избирательно же выходит. Ну, выходит, как выходит. Но войну не останавливают, а наоборот только усиливают удары. Волчанск, там большие проблемы, и Мадяр сегодня сообщил, и там вчера, позавчера, в общем, удары, да, не один раз, а дважды, в общем, поразили Белгородскую плотину, вот это Белгородское водохранилище, и радостно говорят, что смотрите, мы затопили какие-то позиции российских военных. Есть фотоподтверждение, что действительно усложнена логистика и так далее. Но тут возникает другой момент. А что это за чудо направление такое? Как вы его оцените? Волчанск.
Они, собственно, россияне, в Волчанске продвинулись западнее, захватили элеватор, там водрузили флаг, а это прям серьезно западнее. Это уже как бы там с Волчанском беда. Если там уже и туда на элеватор, на точку, которая вышли российские военные. И вот этот удар по плотине, он, с одной стороны, трактуется как удар отчаяния. С другой стороны, мы понимаем, что это вызов. Сколько плотин в Украине? Ну, приглашение, так сказать, поучаствовать в этом водном поло, как бы по тому, чтобы сносить дамбы. Смотрите, тут надо, вы очень правильно расставляете акцент. Первый момент. Россияне, зайдя в Волчанск, будут контролировать часть неба, а если перейдут, там они уже переходят Тосков в Купянске, да, большую часть неба над Харьковом. Благодаря дронам начнется дроновая война над городом. Что это будет означать? Что Харьков будет превращаться постепенно в Большой Купянск. И оттуда людям придется просто бежать. Это к чему идут россияне. И я прошу учесть, что у них на это есть 6 месяцев. Сейчас я закончу, и мы поговорим о 6 месяцах. Значит, это один момент. Второй момент. Вы абсолютно правильно говорите. Смотрите, с начала войны, то есть 4 года, не наносились удары по гидротехническим сооружениям на территории Украины и на территории России. Так же было, кстати, с энергообъектами, пока наши первые не ударили по энергообъектам в Российской Федерации. Теперь мы бьем по плотине. Я вам скажу честно, они могут даже не бить по плотине, хотя это тоже, возможен, вариант. Они могут ударить по мостам. Это поломает логистику насколько, что просто все охренеют, ребята. Я вот наблюдаю вот эти вот удары с вызовами, да, вызовы идут. Они начинают просто, честно говоря, доставать. Ты понимаешь, что это такое, как дразнятся, как в школе, да? Или, как, знаете, так, подбежал к школьник, пятиклассник, к старшекласснику, под зад ногой ударил и убегает, знаете, так, бежит по коридору. Но это же не школа, тут гибнут люди. И ответный удар может быть насколько серьезным, что и охренеем. Это приблизительно как с буревестником. Россия испытала стратегическую ракету «Буревестник». Об этом сообщил Путин, там, в Генштабе, все. Эта ракета, по большому счету, не предназначена для применения в войне, которая с нашей страной сейчас идет. Это дальнобойная ракета, которая должна там чуть ли не за океан лететь, там блуждать и так далее. Сидят всякие Стерненки и Стерненко-подобные, да, и просто дразнят. Да это фигня, а не ракета. Да это то. Да это сё. Да это ни о чем. Да, выпрашивают. Понятно, буревестником не ударят, потому что другое назначение. Можно там речником, можно тактической ядеркой, баллистикой, да, какой-то. Привет передать. То есть просят, ударьте, ударьте по нам. Такое впечатление, я еще раз повторюсь, у этой публики есть четкое задание – сжечь страну и максимально утилизировать украинцев.
Они, ну, посмотрите, мы с вами, когда первый раз заговорили о том, что пошли звоночки по мигрантам с Пакистана, Бангладеша, Индии и все, то тогда были действительно первые звоночки. Один кто-то где-то сказал, два, сейчас чуть ли не с каждого утюга, вы заметите? С каждого Да я заметил, знаете провладного что? утюга. Я 10 всегда, миллионов, 5 смотрите, я миллионов, всегда с 8. большим уважением, да, ну потому что это целый академик, целая национальная академия наук Элла Либанова, всегда с большим уважением, потому что демография важная наука, особенно в нашей реальности. Причем она была до 2014 года важной, до 2022 года важной, это понятно. Но когда она выходит и говорит, знаете, хотите, поделюсь мнением? Вот Крым мы освободим. Донбасс нет, да и вообще нужен он тот Донбасс. А Крым мы освободим. Ты сидишь и думаешь, елки-палки, какой Крым? О чем ты? Посчитай людей по головам, это твоя работа, за что тебе академика дали. Но это первый шок, да, по поводу Крыма. Какими силами? Второй шок, когда немножко, ну, там эмоции сошли, ты начинаешь включать мозг, а что она сказала и о чем она как бы проболталась, проговорилась. Вот она, элита, интеллигенция украинская, ученые, чтоб их. Она говорит, а Донбасс этот не нужен. Вот мы сейчас с вами в прямом эфире, у нас сейчас 19:52 на часах, и вот приходят новости. 2/3 Ямполя забрали. 2/3. Никто ничего не говорит. Все это Ямполь, Лиманское направление, вот в той стороне. И ты понимаешь, что вот эти... Я как бы отмахиваюсь от этих сообщений, потому что это, опять-таки, неназванные источники. Ну, знаете, когда пишут в Телеграме, создают каналы и пишут там какая-то бригада, например, да, непонятная, кто, что, и там какие-то люди пишут, там на украинском пишут, ну, непонятно. Ну, там 30-я бригада 3 дня назад писала, а зачем нам этот Покровск? Название какое-то, Покровск, что-то с покровами связано, религиозное. У нас вообще все конфессии уважают. Фу на них. Люди какие-то непонятные, ждуны там собрались. Неинтересно рассказывать о том, что надо спасать Ямполь. Там ждуны, понимаете? И это декларирует целый академик, целой академии наук, который как бы демографией должен заниматься. А он говорит, Крым пойдем освобождать. Да там Черное море будет в крови все, если всех бросить туда на Крым. Смотрите, от таких академиков и таких вот всех товарищей, их надо просто отправлять к психиатру. Потому что реально это болезнь. Это люди, которые пытаются заниматься военной стратегией, имея абсолютно другое научное, ну, как вы правильно высказались, направление головы считать, да? Так они ж и не прогнозируют ничего нормального. Вместо того, чтобы предлагать решение демографической проблемы, она действительно глобальная сейчас, потому что рождаемость упала до уровня средневековой руины. Вместо этого они ходят в Крым освобождать, понимаете, во снах. Так вот, они выполняют задачу. Четко есть задача. Четко есть задача друзей Зеленского, глобалистов, все. По утилизации украинского народа и создании на его месте биомассы. Завезем пакистанцев, бангладешцев, индусов, все это перемешается. В связи с этим уничтожается и вера православная как основа, и культура украинская, и литература украинская, и язык украинский. Вы же видели вчера с диктантом, что происходило? Это вообще же как шизофрения. Это самое. Вот. То есть все. Вместо того, чтобы в 21 веке изучать максимально большое количество языка, мы кричим «не-не-не». Или кричим «а давайте вместо русского английский официальным сделаем». А давайте это субтитры не будем английские делать. Это, то есть это происходит полно
полное уничтожение страны, этнической основы страны, народа для создания биомассы, которая легко будет управлять, они будут сидеть, семечки можно еще 20 лет и выборы не проводить. Ну, не бангладешцы же возмущаться будут, это самое, понимаете? Ну, то есть, вот такой план. А на самом деле это страшно выглядит. Ну, это какой-то, знаете, я человек православный, но это какой-то дикий Хэллоуин на нашей земле православной. Это какие-то черти, бесы и неизвестно что. И в результате на выходе мы имеем погибших такое количество. А когда я услышал... Какое количество? Ну, больше миллиона погибших Да украинцев. кто вам такое сказал? Ну, послушайте, Выходит Зеленский вчера, говорит, 346 тысяч только в 2025 году убитыми и ранеными потеряли россияне. Это означает, ну даже... Такое количество танков подбили, вот такое количество самолетов, и будем лететь, бомбить, бомбить, бомбить. Курить меньше надо, гадости всякие, понимаете? Смотрите, какая история. И он же говорит, это же... Почему это потужная новость? Я думаю, что он прочитал вчерашнюю статью в Нью-Йорк Таймс о Фламиндичах, о том, что его компания получила 10% оборонного заказа, понял, что сгорела хата, скрутил из Нью-Йорк Таймс козью ножку с травкой хорошей, такой потужной, потужно дунул, вышел и начал нести вот этот бред о количестве подбитых танков, сбитых самолетов и тому. Я это слушал, думаю, ну, даже в алкогольном состоянии человек такое не может. Понимаете? Это вещества посильнее, там, забористей. Это не просто кизячки, это там... Игорь Владимирович, а можно такой вопрос? Можно все. Он такой, ну, более такой философский, что ли. А почему так получается, что, ну, наверное, в любых обществах, хотя вот в украинском это вот прям в властных структурах, ну, это тоже депутатом были, да, политик, как это ваше выражение, мне нравится постоянно, политическое животное. Вот вы что же, политическим животным были таким Я достаточно. ими... Ну, вот, понимаете, да, вот. Значит, понимаете, почему так любят жополизов? Извините за непарламентскую лексику. Значит, сегодня сообщили, что замом нового главы наблюдательного совета Укрзалезницы, ну, железной дороги украинской, становится Сережа Лещенко. Ё-моё, слушайте, это же какое повышение. То он там как бы просто ходил антикоррупционными вещами в Укрзалезнице, по 300 тысяч зарплату получал. А теперь будет по миллиону. Так а за что такой рост? Смотрите, Сережа Лещенко большой специалист по вращению языком в анальных зеленых отверстиях своих руководителей. Он так шуршит, и он у него такой шершавый, что, ну, смотрите, человек зашкваривается каждые выходные. Идет и крутит дискотеку во время войны. На дискотеку не приходит ни ТЦК к нему, никуда. Даже на океан Эльсы туда прибрели, вы помните, несмотря на всю лояльность, ну и тому подобное. К Сероже нет. У Серожи, что не рожа, то Серожа. Значит, и это самое, и Серожа наш так исправно работает, так исправно, посмотрите его телеграм-канал, посмотрите его выступления. Поэтому получи заслуженную награду. Ну, правда, за счет страны, за счет самого большого госпредприятия.
И вообще, я скажу так, моя точка зрения. Страна банкрот. Это официально признано, это ж, ну, не Мосичук придумал. Страна имеет денег исключительно на первый квартал следующего года. Не только на войну, а вообще денег имеет, понимаете? Поэтому я считаю, я твердо убежден, первое, что надо сделать, ну, первое, надо остановить войну. Это однозначно, это моя позиция, все. Но первое, что надо сделать после остановки войны, это надо распустить нахер все наблюдательные советы. С Миловановыми, Лещенко и другими, как вы говорите, не парламентско выражаясь, жополисами. Просто прекратить платить бабки за лояльность какой-то власти. Прекратить. И вообще нашему обществу, украинцам, надо начинать взрослеть. Надо начинать взрослеть, надо смотреть на вещи прямо, потому что двуликих Янусов сейчас вот где-то когда-то, возможно, будут выборы. Они будут когда-то. Какие? Они будут в стране. Или они будут под международным протекторатом. Ну, как-то будут. И некоторые зеленые гниды готовятся. Вот, например, Юрий Бойко с Сережей Левочкиным. Взяли партию, купили соборность. Взяли, перерегистрировали. Их там нету, но их не фунты. Чисто их фунты. Они с ними связаны, все. За мир и життя. Я дико извиняюсь. Сидят люди в парламенте, голосуют за всю военную тематику, за мобилизацию, продолжение военного стану, за все, что требуют их коллеги слуг народа. Фактически коалиция зеленых гнид – это слуги народу и вот эти ошметки ОПЗЖ. Я вам тогда, знаете, как пример... Ну, партию регистрируют. Смотрите, Одну секунду, Александр. пример на пример. Не только вот эти регистрируют, а и конкретные, как вы выражаете, зеленые гниды. Я обалдел. Оказывается, в Украине появилась партия ЗСУ. Ну или ВСУ. Я видел, я к этому хотел сейчас прийти. Смотрите. Всегда сильные украинцы. Да. ВСУ. Смотрите. Это, кстати, идея, которую украли у меня. Я ее высказывал некоторым политическим животным. Когда еще никто ничего не думал. Я, правда, там по-другому за сильную Украину, ну, говорю, но смысл, вы понимаете, да, один и тот же. Так вот, вот эти вот товарищи все, они хотят продать в будущем себя, ястребы войны, которые сидят на этих кнопках, которые мне говорят, они заочники. Я говорю, подождите, у заочников я не видел еще, чтобы появлялись новые квартиры во время войны, новые земельные участки, увеличивались деньги на счетах. Я говорю, вы, ребята, не это самое, не надо мне о заочниках. Так вот, ястребы войны, но решили стать голубками мира. А там вообще какие-то реально гниды, как вы правильно сказали, которые почему-то решили ЗСУ стать. Так иди в окопе, стань ЗСУ. Под Покровск сходи, в Ямполь. В этот самый... на Харьковщину, в Волчанск. Не хотишь сходить, чтобы ЗСУ называться? Но я бы еще понял, если бы это сделали военные, Александр. Ну реально же гниды. Одни голубями мира прикидываются, чтобы обдурить избирателя. Вторые вооруженными силами. Ну чем они отличаются? Но я вам честно скажу, если дурень думкой богатеє, є таке українське прислів'я, это о них.
о тех, кто говорит о выборах сейчас. Если не остановить Зеленского и его зеленый гнев, то никаких выборов не будет. И закончится это тем, что они будут проходить действительно под международным протекторатом. Потому что чем дальше в лес, тем хуже условия. Вот мы начали с опроса, Александр, да? Вы же помните условия тогда? Помните, все их помнят. Даже Донбасс на правах автономии. А сейчас 4 области. А бои идут в Днепропетровской, Харьковской, Сумской. 3 на подход или как? А дальше что? А смотрите, Черниговщина что? Вот мы начали говорить, я немного запамятовал. Смотрите, Черниговщина. Александр, пашат Нежинское направление, Крюковку и так далее, просто выбивают все и вся. Такое впечатление, что готовят заход. Мне говорят, так что опять на Киев пойдут? Я говорю, ребята, это 4 года прошло практически, ну вот на днях, да, там на месяцах будет. Я говорю, им не надо идти на Киев. Они дойдут до энной точки и смогут дронами контролировать небо. А с таким уровнем ППО и тому подобное, ну ППО дырявое, ну можно это признать, ну сбивают, такое впечатление специально над домами. А вообще ж 80% и не сбивают. Ну, я рассказывал, допустим, вот сейчас читаю справку. Есть у меня справка там с нефтегаза о состоянии ГТС. Ну и там указано, что перебиты газокомпрессорные станции. Зеленский нам рассказывал, мы не смогли защитить газодобычу. Ну ладно, газодобычу где смогли защитить, она растянута на много квадратных, ну, километров. Но газокомпрессорные станции, их конкретное количество по нашей ГТС. И когда у меня на родине под Лубнами 52 шахеда в одну ночь, 52 входят в такую компрессорную станцию, взрываются, ну, фактически стирают ее с лица земли. И ни один не сбит. Ни один, Александр. То вы, выходит, ничего же не защищали. Ну, зато мы смеемся над вот этими мобильными группами огневыми, которые на фоне стен Кремля, фотографию разошлась. И сейчас, вот, кстати, тоже, мы в прямом эфире, сейчас приходят что новости, что 3 беспилотника сбили, ну, летели на Москву, Московской области. Вот прямо сейчас тоже происходит. Ну, они же просят, ударьте. Значит, но вопрос в другом. Знаете, я просил и прошу своих земляков, украинцев. Да наплюйте вы в конце концов, что происходит в Москве, в Вашингтоне, в Брюсселе, блядь, в Дели, в Пакистане, еще где-то. Страна горит, народ гибнет, нации скоро не будет. Понимаете? Они рассуждают, какие там огневые группы, еще что-то. Для чего наносятся удары по Москве? Ни одного толкового прилета не было. Но удары наносятся для того, чтобы не говорили о Покровской воронке, о прорыве на Днепропетровщине и Запорожье, о Купянске и Волчанске. Вот для этого бьют по России. Говорите о них. Говорите об этих огневых группах. Говорите о дамбе. А желательно еще сбили дроны над жилыми кварталами. Говорите, объединуйтесь, скидывайте с деньгами на Русарис.
Нет, ну уже пошли вот эти слухи, что любыми путями, там через диверсии, через что надо срочно ударить по Москве. Ну, нужен инъекция потужности, чтобы или дальнобойными, или поближе подобраться, как вот паутина и так далее, чтобы это все... Это очень нужно для пиара сейчас, да, Зеленскому, потому Смотрите, что как по мне, надо исходить исключительно не с пиар-доцильности, а с военной доцильности. Это с то, о военной... чем... Смотрите, это тоже ведь такая очень интересная война. С военной целесообразности ничего не исходит. Потому что, ну, вот так, понимаете, ничего не исходит. Потому что там силы не равны, да. Есть силы сдерживания, есть силы там наступающие. Наступают тоже специфическим образом. Если бы условно хотели там навалиться, условно, ну как там Советский Союз освобождал Украину, да, вот когда от нацистов, да, действительно, солдат берегли, но война была другая, я согласен. Много жертв, и люди шли, погибали за это. То сейчас война какая-то другая. Не, это война, смотрите, это война на истощение. Это война на утилизацию населения Украины. Это война на фактически освобождение от населения территорий. Мы с каждым днем теряем больше и больше людей. Надо сказать правду один другому, что мы потеряли фактически 80% тех, кто выехали в Европу людей. Это же тоже потери, Александр. Не хотят об этом говорить, но это факт. Не хотят это признавать, но это факт. Итак, мы имеем эту ситуацию людьми эмигрировавшими. А почему никто не считает? Тут смотрите, мы же говорим о более миллиона погибших, да? И цифры где-то с американскими, ну, перекликиваются, плюс-минус. Но мы не говорим о калеках. Это же страшная трагедия. Мы не говорим, сколько сотен тысяч, а может миллионов мы получили коллег. Мы получили людей без рук, без ног. Мы получили людей, которые потеряли органы. Мы получили коллег, которыми надо будет заниматься. А тут ничем никто не хочет заниматься. Понимаете? Поэтому это все страшные вещи. Это элементы преступления, с чего мы начали, последствий вот этого 2022 года отказа от Стамбула, когда он говорит, что ему зажали... Не, ну он этого не говорит, он говорит, что мы посчитали, что... А его адепты говорят, да яйца зажали в дверях, да руку там хотели сломать, да в папочке там счета привезли или еще что-то. Там эти зеленые ниды должны для себя осознать следующее. Они могут сдать России, сжечь в огне войны, разделить страну, ну, что угодно, как угодно может закончиться. И они думают, что они после этого выйдут за границу и себе спокойно будут жить. Не будут. Не будут, не получится. Не могут возразить, да никто никого, потому что идет горячая фаза. Поэтому никто никого. Но горячая фаза заканчивается. И я знаю, как после Первой мировой, после поражения там, того же УНР, что происходило дальше. Там же тоже были свои, ну, определенные нюансы. И потом взрывы были, и выстрелы были, и казни были. Поэтому не закончится все просто так. Но это при условии, если страна сгорит. А мы пока имеем шанс. Мне... приходят новости страшные из Бразилии. Там началась война между правительством и наркокартелями.
Члены группировок начали использовать FPV-дроны, блокируют выезды из районов. Уже 80 человек погибло, это за час времени, включая гражданских. Рио-де-Жанейро заблокированы, все дороги и проспекты перекрыты баррикадами, угнанными автобусами. Местные бандиты, которые контролируют до 70% наркотрафика в городе, ввели локдаун в ответ на масштабную полицейскую операцию. На севере города горят машины, люди боятся выходить из домов. Короче, ужас, что происходит. Ну, я хочу, кстати, обратить внимание, что FPV-дронами операторов обучают у нас. В том числе и представители наркокартелей идут там в иностранные легионы и так далее, и так далее. Об этом уже писали, говорили, доказательная база была, все. Хочу подытожить. Меня многие, Александр, спрашивают, а как вы видите окончание войны? Я отвечаю, победой, победой Украины. Мне говорят, а что в вашем понимании, победа? Я отвечаю, в моем понимании победа для нашего народа будет одна. Сохранение жизни народа и сохранение государства. Ни одни территории не стоят жизни людей. Давайте перед тем, как подведем итоги, очень коротко, потому что, вот так получилось, что я вот был незнаком, когда была в Украине, Монтян с ней, и вот то, что с ней произошло в России, то, что ее, собственно, понятно, что она в Украине вражина, тоже там куча подозрений, уголовных дел и всего остального, а теперь она еще и в России также преследуем. В список мониторинга российского финансового внесли, и дело открыли, и статью. В общем, начинается веселая жизнь. Вы знали Монтян? Что думаете по поводу вот этого решения? Почему так вот вообще получается? Коротко на 3 части делю. Первое. Татьяна Монтян была моим адвокатом в деле васильковских террористов. То есть я ее знаю, более того, как с адвокатом общался. Второе. Татьяна Монтян повторила кульбиту жизни, похожую на мою, только наоборот. Я имею в виду то, что на меня открыли все возможные дела и санкции в Российской Федерации, а потом уже зеленые гниды, к ним присоединились. У нее наоборот. Открыли в Украине, а потом в России. И конечный итог. Я скажу так. Когда Монтян выехала в Российскую Федерацию, я до этого, после 2014 года, практически не общался с ней. Но когда она выехала в Российскую Федерацию, я сразу, зная ее характер, я предвидел, что обязательно какая-то подобная история досклеится, грубо говоря. Вот она и склеилась. Что в дальнейшем, как в дальнейшем мы будем видеть и что с ней будет, я думаю, ей придется покидать Российскую Федерацию. А что так получается? Вот смотрите, режим Зеленского гонит. Там у Монтян, конечно, хороша. Так, давайте, откровенно. Она очень специфический человек. Она умеет разные преподать вещи так, что, еще раз говорю вам, это карма. Она летает, она приходит, она бывает. Она, это человек, который не может спокойно. Она же сидела на самом деле, абсолютно поддерживая так называемое СВО, которое я называю прямо как и есть агрессией. Она его поддерживала. Она ходила, но она критиковала там российскую власть и так далее, и так далее. Но они посчитали, а кто ты такая?
Приехала там с Украины, тут это самое, будешь на нас роток открывать. Ну, на тебе платок. Вот и все. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Чего вы не простите Зеленскому? 6% воровства, 8% шашлыков в мае, 16% бусификации и 70% Стамбула 2022. Больше 10 тысяч Тотально. голосов. Тотально. Друзья, давайте в режиме, мы так немножко перебрали по времени, но еще раз, еще раз и еще раз. Это важно. Значит, Игорь Мосейчук практикует ответы на вопросы, поэтому пишите свои вопросы, ничего не пропадет, и поэтому подписывайтесь на Мосейчука в том числе. Так, о боже мой, тут сообщают, что настоятель Святогорской лавры Арсений, Да. значит, он в Днепре вышел из СИЗО и должен был направляться в больницу, у него сердце, да, ему там запланирована плановая операция, подъехали СБУшники, вручили новое подозрение, увезли в СБУ и, собственно, ну и там он сидит. Мгм. Класс! А операция же на сердце срочная, поэтому это вот сейчас сообщает там Союз православных журналистов. Ужас, что происходит. Ну, это убийство фактически человека. Ну, Ну, если у сотрудников спецслужбы нет сейчас других заданий, кроме как воевать с церковью, ну, вот последствия. Ну, то есть, а вы не интересуетесь Покровском. Вы будете интересоваться здоровьем митрополита Арсения, которого был упокоен. Что тот Покровск? да, значит, перейдем к вопросам. Поехали. Из клуба зрителей вот такой вот вопрос у нас есть от Андрея. Здравствуйте, Игорь Владимирович. По поводу вашего вопроса о низком рейтинге Зеленского в январе 22 и начале войны. Как вы думаете, способен ли был Зеленский, заручившись полной поддержкой Запада, в том числе ядерных держав, для удержания собственной власти, подготовить широкомасштабное вторжение в ДНР и регионы России, к примеру, в начале марта, как когда-то говорил Путин? Что, собственно, вызвало, в свою очередь, российское вторжение? Нет, не способен. Он занимался шашлыками, он не занимался армией. Армия на тот момент находилась за последние 11 лет, наверное, в самой низкой точке после 2014 года, ну, своего существования. Более того, никакой поддержки, никаких ядерных держав он не имел. Его предупреждали, говорят, будет вторжение. Вот будет высадка десанта в Гостомеле, будет там то, будет вот это. А они ходили, вы можете посмотреть, они ходили и на каждом эфире рассказывали, не врите, не врите, этого не будет, это все вам Кремль подкидывает, ничего не будет, вы агенты Кремля, все, кто говорят за агрессию, агенты Кремля. Помните, да, Александр, эту тему? Потом они вплоть до последнего дня, в обед, к Зеленскому зашел Буданов и говорит, утром будет полномасштабное вторжение начнется. Вечером сидит Зеленский и Ермак с олигархами, с крупным бизнесом и рассказывает, что ничего не будет. Поэтому это, понимаете, тут для меня необъяснима ситуация. Единственным объяснением есть ну, конспирологическая версия о том, что Зеленский получит в окончании войны героя Российской Федерации от Путина. Ну, понятно. Значит, здравствуйте, Людмила Тарновская пишет. Игорь, скажите, вы верите в какие-либо планы завершения войны без России? Интереснейшая история Нет. сегодня. Вчера Зеленский говорит, будут составлять план европейский, представят. Друзья,
Я повторю, процитирую Дональда Фредовича Трампа. Для танго нужны двое. Понимаете? Двое. Только переговоры, будут участвовать третьи стороны, не будут участвовать, но только переговоры Украины и России могут привести к дипломатическому завершению войны. Наталья, цитата, касающаяся опроса к нашему сегодняшнему эфиру. «Мы без конца ругаем товарища Сталина, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» Когда-то спрашивал Сергей Довлатов. Будут ли после войны разбирательства по поводу притеснений жителей Украины в различных структурах нынешнего общества? Убежден, что уже сейчас, и эта работа ведется, надо составлять реестры пропагандистов, реестры полицаев, ТЦКшников, реестры военных преступников, людей, которые совершают военные преступления против своего собственного народа. И, естественно, эти люди должны будут понести наказание. Кроме зеленых гнид и хунты, клики этого Наполеончика зеленого, кроме него, ну, это пародия на хунту, этой хунтой назвать нельзя, кроме них, вот эти все пособники режима, они должны понести наказание. И все вот эти вот микрогеббельсы должны понимать, чем они закончат. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. Если сделать ракет 50 «Фламинго», привязать к ним руководство нынешнее, запустить их всех в разные стороны, поможет ли это нашей стране восстановить справедливость и выйти из 18 века? Значит, нашей стране можем помочь только мы. И не привязывая их к Фламиновичам, а взяв за ухо и поместив в тюремную камеру, перед этим освободив оттуда политзаключенных, и проведя трибунал, проведя суд. Нашей стране может помочь создание настоящего правительства национального единства. Нашей стране может помочь настоящая партия мира, а не ястребы, которые маски одевают, как в Хэллоуин, голубиные, на свои яструбиные морды. Я об этом говорю. Вот это может помочь нашей стране. А все остальное это от лукавого. Это, понимаете, это как ситуация с митрополитом Арсением. С тюрьмы вышел, а тут хлопья опять увезли. Денис, добрый день. Вопрос по Коломойскому. Когда он скажет свое слово, как-то в информпространстве особо ничего о нем не слышно. Благодарю. Я думаю, он уже говорит свое слово, просто не за каждым его словом мы видим его имя. Говорят другие, а говорит он. Например, материалы по изумруду, откуда-то заводу изумруд, который у Коломойского украл Зеленский с Миндичем. Ну, Коломойский украл у украинского народа, а Зеленский с Миндичем у Коломойского, и замутили эту схему с российскими, ну, тоже диамантами, бриллиантами. Это же кто-то тоже Железняку подрассказал, и набушникам подрассказал, и тему дал. И таких вопросов много. Мы еще к нефтепродуктам придем, ко многим-многим вещам, к которым имел отношение Коломойский, которого ограбили его выкормыши. Карабаса-Барабаса ограбили его куклы. Они все вот эти Миндичи, Шефиры, Зеленские, они были куклами у страшного Карабаса-Барабаса. Но страшный Карабас-Барабас был посажен в тюрьму, острижен, обрит и оказался не страшным. А куклы превратились в бунт кукол. Они в монстров превратились. В монстров, которые уничтожают собственный народ.
Игорь Валерьевич Коломойский на этом народе зарабатывал всю жизнь. И он понимал, что этот народ надо лелеять, потому что он на нем гешефт делает, благодаря людям. А эти благодаря утилизации людей гешефт делают. Вот вся разница. Чат трансляции. Наташа спрашивает, в какой стране поставят памятник Зеленскому? В России. Больше, чем в Москве. Больше, чем Зеленский, никто в этой войне не помог России. Ну, никто. Абсолютно никто. Разваливать армию, сдавать территории, разминировать Чонгар. У меня вот недавно в эфире в одном азербайджанский журналист говорит, ну мы же купили эту землю, купили для бизнеса, ну поэтому и разминировали. Понимаете? Это самое, то и все происходит. Убить экономику, разворовать бабки, не построить оборонительные сооружения, защитные для энергетики и ГТС. Это все Зеленский. Поэтому и это реально помощь в войне Российской Федерации. Поэтому памятник в Москве россияне поставят Зеленскому. Пользователь спрашивает, уважаемый Игорь, на ваш взгляд, кто должен стать президентом Украины вместо Зеленского, чтобы все прекратить, всех помирить? Я считаю, должно быть создано правительство национального единства, которое должно пересмотреть эти все зеленые законы, раз. Второе, которое должно обеспечить проведение честных парламентских выборов, параллельно референдума, нужна ли нам должность президента. Я лично выступаю против. У нас каждый президент все хуже и хуже. Я начинаю бояться уже, что следующий вообще какой-то будет с тавром 666 на лбу. Хотя и в это где-то скрыто под костюмчиком, возможно. Андрей, Игорь, как вам постановочные ролики об усификации от Луганск фильма и искусственного интеллекта? У кого правдоподобнее? Ну, смотрите, я вот этих всех ублюдков, которые рассказывают о постановочных роликах и тому подобное, я хочу, допустим, спросить у Потураева, потому что это зеленая гнида, это и сказал. Сын, сука, твой, почему не в ЗСУ и не на фронте? Почему он бизнесом занимается в такое тяжелое время? Свобода? Так, значит, вопрос. Если бы Украина раньше пошла по пути федерализации, мог бы случиться проект «Антироссия»? Спасибо. Смотрите, я не вижу проект «Антироссия», я вижу проект «Антиукраина». Федерализация на самом деле уже сейчас неизбежна фактически, уже сейчас неизбежна в той или иной степени по результатам войны. Предложение федерализации выдвигал на то время человек, которого обвиняли в страшном национализме. Считалось, что он националистический кандидат, а его оппонент наоборот. Кравчук, да? То есть Черновол Вячеслав Максимович был автором и говорил, что Украине нужна федерализация. От него отказались, избрали Кравчука. Ну и пошла дальше история. Хотя я изучал опыт стран федеральных, не берем только Германию во внимание по причине того, что там своя история в связи со Второй мировой войной. Я изучал федеральное устройство Итальянской республики, Австрийской республики, Швейцарии, да, той же нейтральной страны. И я не вижу ничего плохого, чтобы федерализация угрожала существованию, единству и даже соборности, я бы сказал, этой страны.
Вопрос. Русский язык по итогам войны будет в Украине? Русский язык по итогам войны будет в Украине. Русский язык будет в Украине по итогам здравого смысла. По итогам здравого смысла. Почему? Потому что я, например, хочу, чтобы мои дети могли Гоголя прочитать в оригинале. Это раз. Второе. Я вам скажу так. Ребята, 21 век. Наушник придумали, который переводит твоего собеседника. Мы спорим, будет где-то русский, будет украинский. Конечно, украинский язык является государственным. Да, его надо изучать. Чем больше человек знает языков, тем лучше. Я, например, хочу изучить там немецкий. Я знаю детей, студентов, возраста, да, которые готовятся к поступлению. Они изучают и японский, и китайский, хотят поехать учиться в Китай, в Японию. Наших украинских детей. Поэтому, это нормально. Знать много языков. Это нормально. Что вы робите? Кстати, спасибо большое Алексею. Там есть форма поддержки, да, вот. В смысле, что я роблю? Не-не, Алексею спасибо за то, что как бы комментарий в супер спасибо написал, значит, на ютубе. Если у вас работает, благодарю всех, что спонсорами становитесь. Пишите, что вы робите? Самый часто задаваемый риторический вопрос в Незалежной. Столько бессилия в этом вопросе. Знаете, я глубоко убежден, что каждый должен заниматься своим профессиональным делом. Человек, который отвечает за демографию, должен голову считать, как Александр правильно сказал, и проектировать, как избежать демографической кризиса. Человек, который военный, должен четко давать понимание, как выровнять линию фронта, как удержать, как избежать потерь. Человек-дипломат должен четко говорить, путь к миру вот такой, другого нету. Человек, который журналист, как я, как Александр, должны нести правду людям, заниматься расследованиями, интервьюированием, и другими вещами. К сожалению, большому, в нашей стране все эксперты по всем направлениям. У нас, если сейчас поставить вопрос о каких-то зеленых кузнечиках, придумать их, у нас появится 100 экспертов по этим кузнечикам. На утро окажется, что их нету. В природе нету. Но эксперты будут. Да, что есть, то есть. Игорь Мосичук был моим собеседником сегодня. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим зрителям, друзья. Поддержите канал Александра. Поддержите лайком, репостом, комментарием, кто может донатом. И будет вам счастье, будет всем нам мир. Будем жить, друзья. Благодарю всех за то, что посмотрели этот стрим. Мое традиционное добра и света.